С 2016 года в Турции появился свой собственный Диснейленд – Land of Legends, тематический парк отдыха и развлечений рядом с Белеком в поселочке Серик. Этот парк является одним из самых крупных на территории Турции и включает в себя аквапарк, лунапарк, пятизвездочный отель, шоппинг-авеню с магазинами, ресторанами, кафе и концертной площадкой и даже собственным шапито – огромным цирком. В парке воплощена концепция мультисенсорного восприятия окружающего мира, которая предполагает получение радости и положительных эмоций через все каналы восприятия человека – осязание, обоняние, зрение. Именно поэтому дизайн и обустройство парка вызывают восторг у всех посетителей. Водные горки, захватывающие шоу дельфинов, экстремальные аттракционы и веселые карусели, подводная комната и диско-бассейны, аквариумы и океанариумы – это лишь капля в море развлечений, которые представлены на земле легенд. Огромным спросом пользуются световые, музыкальные, водные и огненные вечерние шоу, которые проводятся каждый день в 10 вечера, и могут посмотреть их абсолютно все бесплатно. На моем канале я вам рассказываю всегда о нашем личном опыте, и это видео будет не исключением. До парков аттракционов мы с детьми пока еще не добрались. В отеле я была пару раз по работе, поэтому смогу вам немного показать и рассказать, а вот все-таки основная часть этой серии будет посвящена общественной территории, назовем ее променадом, где может побывать абсолютно любой бесплатно, доехав сюда на такси, авто, либо на городском или межгородском автобусе. Ну что, давайте все по порядку. На букинге, например, цену за отель дают минимум за 3 ночи. Возможно, они перешли на новые контракты, и это минимальное количество дней, которое вы там можете находиться. В эту сумму, помимо проживания, входит посещение тематического парка и завтрак. Кстати, нужно уточнять, какое количество дней прогулки по парку вам предоставляется. У нас был опыт проживания в подобном отеле на территории парков, аттракционов, но в Дубае. Только там был отель сети Marriott, в отличие от местного Риксоса. Советую вам посмотреть это видео для сравнения. Так вот, там было 3 парка аттракционов, и количество билетов, предоставляемых вам, зависело от категории номера. Вероятно, что здесь тоже может быть какая-то подобная фишка, потому что в описании номера ничего не указано про посещение парков, поэтому обязательно уточняйте это перед бронью. Я вам только хочу сказать, что отель выглядит так же круто, как и на картинке. Он свежий, яркий и в каждом номере PlayStation. От фигур на ресепшене из конфет, которые прям можно брать и есть, до подставок для деток по росту. Вторая фишка, которая была у этой локации, и о ней мало кто знает, это огромный шатер цирка Шапито. К сожалению, этим летом мы не посмотрели, стоит ли он там, но если он продолжает работать, я вам очень рекомендую его посетить. Я не могу назвать это представление цирком. Это крутая трюковая постановка со сложными красивыми номерами, которая не оставит вас равнодушными. Как я понимаю, они по сей день запрещают снимать свои шоу на камеру, поэтому в соцсети не очень много фотографий и видео. Мы были лет 5 назад, и нам очень понравилось. Единственное но, нашему ребенку тогда было года 2, и ей было очень шумно и страшно. А в остальном это must-see шоу в Турции. На уровне с Анадолу Атыши, шоу которых, если вы не видели, обязательно нужно сходить посмотреть. А вот следующая часть, как я и обещала, это бесплатное посещение торгового центра, который расположился аккурат между отелем и парком аттракционов Land of Legends. На мой взгляд, это самое крутое шоппинг-авеню в мире. Дубайские моллы просто нервно курят в уголочке.
Кстати, если вы еще не знаете, на канале я рассказываю еще о том, как мы живем в Эмиратах. Поэтому, если вам интересно, то в конце видео обязательно переходите. Добраться сюда можно с экскурсией на авто, либо на городском автобусике до Серика, это направление Белека, а затем пройтись или проехаться на такси. Насколько я знаю, городской автобус не проходит мимо Земли легенд. Здесь довольно большая прогулочная зона, и, как видите, цирк Шапито здесь тоже отмечен. Торговые ряды расположены здесь по кругу, разделенные искусственным каналом, по которому курсируют лодочки, и на которых вы можете прокатиться за отдельную плату. Прям поистине турецкая Венеция. Здесь довольно много магазинов разных брендов, по которым я приглашаю вас прогуляться. То есть это то место, где вы можете классно провести время всей семьей, пока мама делает шопинг. И, как я заметила, цены здесь такие же, как и в любом другом моле. Так что предлагаю немножко проверить, какой здесь ассортимент и какие же цены. Думаю, вы могли заметить, что здесь цена идет в двух наименованиях. Первое – это если вы покупаете и отдаете всю сумму сразу наличкой или безналом, а вторая – если вы берете в рассрочку. Подумайте, чем можно. А вот красный ценник означает, что товар идет со скидкой. Ama renkleri çok iyi değil mi? Baktım Türkiye'de yok. Aynen. Sonra bir baktım.
zaten ışıktan böyle oluyor ya. Yani şey oluyor. Gıcık oluyor. Если вы проголодались, то здесь найдется довольно большой выбор кофейн с хорошим видом и также большой фудкорт, где можно поесть, кстати, не за все деньги мира, а по абсолютно адекватной цене. Здесь есть как открытая территория, так и крытая, поэтому в любое время года здесь будет комфортно. Также вы легко найдете здесь обменник и нестандартные развлечения для детей, начиная от разговаривающего попугая и детей, катания на автобусе или тележке, или даже игры в песке. А также каждый вечер вас ждет необычное представление, шоу фонтанов, парад лодок и, конечно, волшебная подсветка. Ha şey de var. Это самый настоящий город в городе, живущий своей особенной жизнью. Здесь можно прелестно провести время всей семьей, без огромных очередей, на свежем воздухе. Можно совершить покупки, почувствовать себя принцессой, сделать волшебные фотографии и потрогать на ощупь сказку. Ну а у меня на этом все. До встречи в новой локации. Пока-пока!